Ну, здравствуй, изба. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Егор. Я нахожусь сейчас в своей избушке. В избушке мы были последний раз, наверное, недели 3 назад. Погода у нас шикарная, на улице ветер, поэтому снимаю здесь в прихожей. Сегодня я буду отдыхать здесь, но и между делом буду работать. Буду я заниматься дверью. Дверью мы не занимались, наверное, со стройки, как ее построили, запенили, и все у нас здесь в таком образе и осталось. Сегодня буду облагораживать дверь, ночуем, бытуем, ну и в принципе все. Еще пчел схожу посмотрю. Надеюсь, вам ролик понравится, обязательно поставьте лайковского, пишите комментарии, что-нибудь советуйте, делитесь этим роликом в своих соцсетях. Я начинаю, всем приятного просмотра. Почти полное ведро золы. Золу эту будем использовать, когда будем окапываться под пчел. У нас впереди будет выставка пчел, и чтобы улья поставить, нужно нам немного убрать, убрать на участке снега. Этот снег мы потом посыпем золой, и этот снег, он будет быстрее таять на весеннем солнышке. Если прогноз погоды не врет, то с такими темпами уже где-то через недели 2-3 у нас будет открыт сезон. Погода хорошая, если такая интенсивность, то снег он пойдет быстро, и тут главное подловить момент. Ох, и сегодня ветрено прямо, ветрище. Ну, погода хорошая, плюс 5 градусов в тени. Снежная шапка на крыше у нас все еще держится, но чувствую, что она в ближайшее время съедет. И как бы она не съехала сегодня ночью. А то я выйду, у меня дверь вот эту не открыть. Снега в этом году очень много, у нас даже зажала задвижку. Вот она. Ну, ее, в принципе, можно достать. В общем, потолок давит вниз. Если приглядеться, то у нас вот эти стропила немного вот так вот провисают под тяжестью снега. Снег я скидывать не буду, снег он должен прямо буквально время съехать. Еще немного подтопит, поджарит солнышком, и он скатится. Если проблема все-таки не уйдет и дело у нас в усадке сруба, то вот эту панелку нужно будет снимать, немного строгать, уменьшать в размере, и тогда все будет хорошо. Но я думаю, в принципе, это из-за большого количества снега на крыше. Вот получается у нас здесь вот эти стропила идут, под которым мы подшились. Они вот так вот провисли, вот так вот. И вот она здесь осела.
Температура в избушке уже 6 градусов. Сегодня тепло, в принципе, я думаю, быстро нагонится температура. На чердаке были запасы досок. Они у нас забракованы, судя по всему, потому что с одной стороны идет обзол. И вот эта доска, она идеально подойдет для панелки вот этой двери. Нужно мне сейчас смерить, какую делать общую ширину. И там уже дело за малым, надо будет строгануть, шлифануть. Нужно привести дверь в порядок. Смотрите, она у нас еще в таком виде, как мы ее чертили. Здесь вот линии. Все еще тут запенено. Надо, в общем, хороший божеский вид привести. И потом обшить. Доску подлиннее я уже отпилил. Сейчас мне нужно будет сделать одну ширину. Ширина у меня будет 12 сантиметров. Мне нужно будет сейчас пропилить вдоль. И вот эту доску тоже аналогично. Эта сторона у меня будет обзольная. То есть вот так. В общем говоря, сегодня у нас пыльные работы. И для этого я привез пылесос. Пылесос у нас строительный. Сейчас буду собирать, буду запускать бензогенератор. И буду уже пилить доски. Вот здесь я уже начал работать. Смотрите, какая грязь. Ну, слушайте, очень даже здорово с пылесосом. Обзольная сторона отстрогана. Сейчас я ее буду обжигать. Придавать буду такой черный оттенок с одного края. Вот. Рубанок с пылесосом дает стружки меньше. То есть вот немножко стружка напала у меня. Вот это вылетело, я не уследил. Вот. Немного стружки на пол попало. А так, в принципе, вообще классно. Вообще здорово.
Большую часть пыльных работ я на сегодня сделал. Дверь у меня готовая. Сейчас буду прибивать уже панелки. Работаю я сегодня пылесосом, и работать намного приятнее. Пыли не так много, и реально это сказка. Для мастерской мне это будет самое то. Вот. Буду работать в паре с электроинструментом, с аккумуляторным инструментом. Пылесос это, как и весь мой инструмент, фирмы Redwerk. Объем 25 литров. Вот он. Строительный пылесос, друзья. Вообще все, что угодно можно им убирать. Не знаю, вплоть там мастерской, стружку, металлические болты, там, опил, вообще пофиг, всосет все. Вот здесь у него есть розетка на 2 киловатта. Можно работать электроинструментом в паре. Два положения. Одно положение просто включается. Второе положение включается, когда подцеплен сюда электроинструмент. В моем случае это ушем-болгарка. То есть ушем-болгарку включаешь, включается пылесос. Здесь мешок под пыль. Пылесос, он на колесиках, можно его катать в разные углы. Шланг 2 метра. Провод целых 5 метров, друзья. Это прям реально можно с одного угла в другой угол этот катать пылесос. В комплекте у него есть трубки соединительные с щеткой. Сегодня я здесь приберусь и в избушке. Короче говоря, пылесос классный. Сейчас я буду прибивать опанелочки уже на свои места. Здесь я буду зачищать тоже шлифовальным диском. Здесь у меня сверху будет. И вот, ну, пару движений, и все, дверь готова. Уже сразу другой вид, друзья. Сразу видно красивый вход в красивую заимку. Ну смотрите, красота. Это что-то, это новый уровень, друзья. Такое я еще не делал. Это потом покрою лаком, когда уже станет потеплее. Вот. Все опанелки, дверь покрою лаком. Вот. Друзья, как вам сочетание светлого и темного цвета? Я посмотрел со стороны, это просто вообще шикарно. Ну и последний штрих, друзья, вы уже поняли. Я сегодня даже что-то и слов-то не сказал. Занимался все дверями. Результат, друзья, как обычно, превзошел ожидания. Все очень красиво, гармонично. Делал я так впервые, поэтому для меня был это опыт в первую очередь. Так что можно, в принципе, брать на вооружение и делать. Вот здесь я, кстати говоря, верхнюю панелку
выпилил разным узором. Можно было даже выпилить вот этот угол вот еще тут под углом, вот так. Также обжечь, и было бы еще красивее. Короче говоря, вьюшку придавило. Все-таки на крыше очень большая масса снега, и крыша немного, видать, прогнулась. И потолок теперь придавил вьюшку. У нас избушка за 3 года села на высоту кирпича. Вот. Ровно высота кирпича ведь, а. Ну еще плюс снегом ее сейчас придавило. Я думаю, снег сойдет, будет все нормально. Но вот эту панелку, ее уже испачкала. Вот эта вьюшка. Тут все в саже. Надо будет потом снимать, шлифовать. Ну а если и дальше так будет продолжаться, даже когда снег сойдет, нужно будет вот в эти панелки выкручивать и прикручивать другие потоньше. Ночь прошла хорошо, в спокойствии, в тепле. Пару раз просыпался, правда, а так все хорошо. Сейчас хочу делать себе завтрак. Буду печь блины. Сегодня у нас масленица. Вот. Сделаю блинов с чаем, с медом. И буду выходить на улицу.
Когда редко печешь блины на этой плите, очень трудно приспособиться. Но у меня уже третий блин, и получается довольно-таки неплохо. Сейчас я хочу сходить до пчел, посмотреть, поглядеть и дать одной семье канди, которую я вчера приготовил. В этом уле 23 градуса. Внутри амшайника плюс 1 градус. Так вроде бы все жужжат. Везде я приоткрыл вентиляцию. Это уголок холстика отогнул, чтобы влага выходила уже, так как уже тепло на улице. Пчелам я сходил быстро, там уже не стал сильно шуметь, ходить. Все равно сейчас уже на улице тепло. Пчелы это чувствуют, и они начинают уже как-то более активно двигаться внутри улья. Вот. Канди дал одной семье. Все нормально. Кстати, эксперимент, который мы проводили с дегтем. Внутри вот у нас лежит деготь березовый там на губке. В принципе, так, если визуально посмотреть, вроде следов пребывания мышей нету. Они обычно каждый раз приходят, там пчел грызут, которые на литке уже умерли постоянно. А сейчас вроде бы как и вроде я не наблюдал этого. Вот, на улице, кстати говоря, теплее, чем внутри. Это ощутимо. Все уже солнышко по-весеннему пригревает. Так прям уже еще чуть-чуть и будет новый сезон. Сейчас здесь буду прибираться, буду убирать вот этот большой крупный мусор. И в избушке, пока пылесос здесь, хочу внутри пропылесосить. Вчера я, кстати, вот не сказал, сделал тут, ну как, под небольшим углом. Один край выбрал, чтобы дверь у нас открывалась как можно шире. Вот. По всей длине наличника. Вот, друзья. Такие у нас красивые теперь двери, вход. Ну, хоть немного стало покрасивее, то тут поленница у нас растянулась во всю длину, а тут хоть все в одной кучке будет.
Вот все и чистенько. Каждый уголочек я пропылесосил. Каждый. Вот особенно здесь. Очень давно мечтал. Вот здесь вот мусор вот в эти углы забивается. Даже здесь пропылесосил. И пропылесосил я даже вытяжку. У нас идет, когда дверцы закрываешь, у нас есть дополнительный поддув, приток воздуха. Вот он выходит под пол. Вот отсюда. Даже тут я пропылесосил, потому что уже 3 года как там, ну, не убиралось. Получается, только отсюда золы доставали, а там еще дальше идет. То есть туда рукой не пролезешь. Вот, а пылесосом я там прошиб, и довольно-таки хорошо там много золы вышло. Очень понравился пылесос, очень приятно работать с ним в паре, вот когда подключаешься к розетке. Абсолютно ему пофиг, что засасывать, вот если даже буквально пропылесосить избушку, здесь только можно работать домашним пылесосом. Вот. А этому пылесосу абсолютно вообще без разницы, где работать. В чистых помещениях, в грязных, вот он у меня весь в пыли. Отработал отлично. Здесь есть система выдува, кстати, можно шланг поменять. И при необходимости даже что-то, ну, ту же самую пыль сбить со сруба. Классный, буду его привозить. Будем им работать, если у нас будут в ближайшее время внутренние работы. Будем обязательно пользоваться вот этим пылесосом. В принципе, дела я все закончил. Осталось мне собрать инструмент, загрузить все в волокуши, и можно ехать. Ну а двери получились классные. Почему-то этот стиль мне понравился больше всех, которые я делал. Как-то смотрится намного приятнее так. Даже какой-то диковатый стиль. А там простые классические у меня панелки. Так что беру на вооружение, будем еще так делать. Можно, кстати, в таком стиле делать наличники на окна. Друзья, спасибо всем, кто оставался до этого момента. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно подписывайтесь, кто это еще не сделал. Ставьте лайк в поддержку этого видео. Увидимся с вами в следующем ролике. Ролики у нас про землянку будут. Скоро у нас пойдет серия роликов здесь на нашей заимке. У нас в планах в этом сезоне построить беседку. Беседка будет очень в таком необычном стиле, так что я думаю, вы точно оцените. Будут также и серии про выходы в землянку. Ожидается еще новый проект летом. Так что все об этом вы узнаете, все об этом вы увидите. Ну и, в принципе, на сегодня все, друзья. Всем пока, будьте здоровы. Вроде бы все нормально. Все чисто, убрано, прибрано. Ладно, пока, избушка.